В те времена, когда мир еще был не разделен границами государств, а лишь нечеткими линиями в тундровом небе, исчезли в объятиях первых великих цивилизаций первые жители планеты, обладавшие лишь самым примитивным человеческим сознанием. Но в их сердцах уже прорастали искры, которые назревали на поиск смысла за гранью повседневных охочих дел. Именно в такие моменты, когда небо озарялись редкими метеорами, а реки меняли свой путь, мистерии, древний феномен, начали прорастать из недр коллективного сознания. Самые ранние упоминания о мистериях встречаются на стенах пещер в Древней Мексике, где нарисованы силуэты людей, собирающихся вокруг огня, совершающих танцы, будто бы соединяясь с духами природы. В Египте же, в Птолемее, в храме Амунта, хранились тайные свитки, где говорилось о тайных писаниях, позволяющих раскрыть язык птиц и бессмертие души. С течением веков эти знания не исчезли, а перекочевали в Ин, и их начали собирать и дивиться в Великом Халкине. Первые организованные группы людей, решивших держать эту тайну в собственных руках, появились в Месопотамии около 6000 лет назад. Суммарий, высокий мудрец, который назвал себя писцом, создал первую ложу тишины, куда пришли лишь избранные – торговцы, жрецы, музыканты и даже некоторые воины, готовые к новому пути сознания. Они практиковали древние гадания, тайные молитвы, а также искусство-интерпретацию, чтение знаков на небе и в песчаных бурях. Их учение было основано на 3 ключевых принципах. Течение мгновения, понимание того, что каждый момент — лишь часть бесконечной цепочки. Алхимический синтез, преобразование простого в сложное через внутреннюю трансформацию. Сакральная геометрия, тайные символы, построенные в виде масонских построек, символизирующие путь к внутренней гармонии. Для простого крестьянина мистерии представляли собой лишь пустой звук в пустыне, но для многих идейных искателей они оказались неотразимым магнитом. Причины привлечения были разными, но объединены одной общей темой – жаждой истины. Случайный человек, живущий в мегаполисе полулетия назад, мог ощущать, как в шумных улицах исчезают границы реальности. Слышать о том, что в далекой пустыне есть место, где можно активировать свои внутренние силы, было словно приглашение к приключению. Внутри мистерий каждый участник мог услышать собственный внутренний голос, который часто затеривался в шумных делах, обрести чувство единства с природой, осознав, что человек — лишь часть огромного космического круга, получить возможность влиять на мир через силу воли, а не лишь через материальные средства. Эти обещания, подкрепленные красивыми образами ритуалов, символами и тайными знаниями, превратили их в ковер, на котором каждый искатель мог отдохнуть от тяжести повседневности. Среди участников оказались поэты, начавшие писать стихи о бессмертии, астрономы, бросающие вызов известным законам неба, и даже простые ремесленники, ощутившие, что их руки способны творить чудеса. Социальный аспект также играл значимую роль. Ложи мистерий часто действовали как альтернативные сообщества, где каждый член был равен другим, где не было разделения по статусу или происхождению. Это привлекало тех, кто чувствовал себя отторгнутой частью общества, ищущих семью, где могли бы найти понимание и поддержку. По мере роста популярности мистерий, их влияние на политическую и религиозную сферы становилось все более заметным. Важнейшие государства того времени – Египет, Шумер, Индия, Китай – начали осознавать, что тайные знания могут стать угрозой для их традиционного мировосприятия. Поэтому их отношения с мистериями были неоднозначными. Иногда они поддерживались, иногда подавлялись. В Египте фараоны, считая себя живыми богами, воспринимали мистерии как угрозу своей религиозной монархии. Саул, высокий жрец Птолемея, который в 2500 году до нашей эры открыл туманные доски, записав тайные формулы, привлек внимание правителя Нехирина. Фараон приказал закрыть ложу, арестовать ее участников и уничтожить их свитки. Однако в подземном движении эти знания продолжили передаваться из поколения в поколение, пока не нашли убежище в тайных храмах и пещерных системах.
В Индии в эпоху Вед различные секты мистиков, именуемые йога-тантра, нашли общий язык с правителями мауросов. В их умах мистерии стали инструментом управления народом, позволяющим не только поддерживать порядок, но и усиливать духовную связь с небесами. Однако в последующие столетия, когда буддизм стал доминировать, правительственные структуры начали гонять эти тайные практики, опасаясь их влияния на народ. В Китае в период воюющих царств заложили основы тайных императорских орденов, где монархи и мудрецы совместно создавали книги путей. Когда в 221 году до нашей эры император Шихуань олицетворил единство империи, он запретил многие из этих тайных учений, превратив их в тайные орденские ордена, которые существовали лишь в тайных медных пещерах, где хранились рукописи и свитки. Таким образом, мистерии всегда находились в зоне конфликтов между властью, желавшей контролировать и использовать их знания, и теми, кто видел в них возможность свободного поиска истины. Публичные гонения приводили к тому, что участники мистерий вынуждены были скрываться, создавая новые ветви и подземные сети передачи знаний. По мере того, как века шли вперед, мистерии не исчезали, а трансформировались. Их идеи нашли отражение в масонстве, где символы геометрии и тайные ритуалы перешли в современное братство, сохраняющее древнюю суть. В алхимии, стремящейся превратить обычный металл в золотой философский, но также ищущий путь к духовному возрождению. В религиозных орденах, таких как Тайный орден Светлого Духа, возникших в средние века, где их учением занимались монахи, передавая древние знания через шифры и символику. В романтике XIX века, когда поэты и художники, искавшие новое переживание, стали обращаться к идеям древних мистических учений. Каждая эпоха брала из архива мистерий лишь те части, которые подходили ее потребностям, и переосмысляла их через новый культурный призм. И все же, несмотря на тысячелетний отдаленный характер, во всех этих адаптациях сохранялась одна ключевая черта – стремление к внутренней трансформации и поиску истинных законов бытия. Мистерии, рождаясь в самых ранних эпохах человечества, представляли собой живой организм, пронизывающий каждую культуру, каждую религиозную традицию, каждую попытку человека понять себя и мир вокруг. Их зарождение было не просто появлением какой-то тайной организации, а появлением в человеческом сознании желания выйти за пределы обычного, исследовать неизведанное и соединить разум с духом. Чем они отличались? Их отличительная особенность заключалась в том, что они не предлагали готовой догматической истины, а создавали пространство для личного поиска, где каждый участник мог раскрыть собственный путь к свету. Это привлекало к ним людей со всех концов света, от торговцев до философов, от военных до поэтов. Преследовали их власть разных стран? Да. Власть, будь то монархии, жрецы или государства, стремилась контролировать или подавлять то, что могло бы подорвать их легитимность. Мистерии, как и любой альтернативный источник духовного и политического влияния, сталкивались с репрессиями, но в то же время их идеи были так сильны, что часто находили способ выжить в тенях истории, передавая свои тайные знания от поколения в поколение. И вот спустя тысячелетия мы все так же можем задаться вопросом, что было бы, если бы те древние мистерии продолжали существовать сегодня, открывая новые горизонты человеческого сознания? Какие тайные ложи могут быть скрыты в нашем современном мире и как они могут изменить наш взгляд на жизнь? И главное, как каждый из нас сможет найти свой собственный путь в лабиринте тайных знаний, оставленных им наследство? Ответ, как и в древних ритуалах, может быть найден лишь в поиске самого себя, в умении слушать тишину внутри и позволить ее голосом вести к новым открытиям. И пока в нас живет жажда истины, мистерии будут продолжать жить в наших книгах, в наших мыслях, в каждом искателе, который осмеливается спросить, что скрывается за шепотом древних.